Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Вот и я добралась до приготовления кокосового молока, масла и стружки. А дело в том, что мне понадобилась кокосовая стружка для приготовления выпечки, и я решила ее сделать сама. А как же, делая стружку, не приготовить масло и молоко? Итак, приступим. Нам понадобится спелый кокос, в котором есть жидкость, то есть значит он хороший. Теперь у него есть 3 глазка. Один из этих глазков мягкий, и он хорошо открывается. Но я предполагаю, что это вот этот вот. Как я смотрела, вот глазки, а это ротик. Сейчас проверим. Да, я была права. Я догадалась. Так, надо что-то более тонкое, чтобы немножко открыть мякоть. Вот она. Все, открылось. Теперь берем стакан и сливаем кокосовую воду. Все. Так как кокос у меня не очень большой, поэтому и жидкости тоже немного. Так, а теперь вот самое интересное, будем его вскрывать. Я это делаю первый раз. Поэтому можно простукивать ножом, можно молотком. Ну, давайте я буду молотком делать. Где-то посередине начинаем по кругу простукивать. Мне хочется ножом это сделать. У меня орех старый, то ли у меня силы нет. Пошло дело. Пошло дело. Кстати, ножом мне было удобнее, много мусора. И, кстати, я орех предварительно помыла хорошо в воде, потому что, ну, мало ли где он валялся. Так, открываем. Смотрим, чтобы орех был чистенький, без плесени, красивый. Все, орешек у меня хороший. А теперь мне надо, так, вот этот мусор я поубираю. Теперь мне надо освободить мякоть. И вот мякоть тоже мы будем пробивать скорлупу. Аккуратненько снимаем вот эту скорлупу, освобождая мякоть. Даже видно вот. Такая вот красота получается. О, даже у меня коричневая отстала. Это вот шкурка. В основном она остается. Я, наверное, отломаю. В общем, освобождаем орех, то есть мякоть от скорлупы. Столько мякоти у нас получилось с одного кокоса. Вот эту вот коричневую часть можно срезать, в принципе-то. Но она нам не сильно мешает, она хорошо жуется, и не обязательно ее очищать. Что я буду так пускать. Режем на кусочки в мерочный стакан. На один кокос я буду использовать 1 стакан воды. Ну, кокосовую воду тоже можно использовать. Мы ее добавляем. Вот у меня здесь водичка теплая, кипяченая. Беру марлю. Процежу молоко. То есть воду. Это не молоко, молоко будет. Так как кружка у меня большая, здесь как раз вот где-то 200 мл воды. Переливаем сюда. И начинаем все перебивать. У меня миксер с многофункциональной насадкой. Процеживаем молоко через марлю в мисочку. Можно добавить больше воды, тогда получится менее жирное молоко. Так. Тут очень много мякоти у меня. И выжимаем.
Итак, молоко готово. Осталось приготовить стружку и масло. Давайте снимем пробу немножко. Вкусно. Такое кокосовое. Можно просто так пить. Можно в чай, в кофе добавлять. Я думаю, можно какие-то в кондитерские изделия. В общем, вкусно, мне нравится. Так, теперь осталось масло. Я беру другой стакан, переливаю сюда молоко, убираю, остальное я выпью, и убираю на 2-3 часа в холодильник. Кокосовая стружка. Вот он у меня получился такой жмых. Беру противень, постеленный пергаментной бумагой, выкладываю сюда жмых и отправляем сушиться стружку в духовку на самый минимальный огонь. Дверцу лучше всего открыть. У меня получилась кокосовая стружка, я ее уже подсушила и взвесила, тут получилось 70 граммов с небольшого кокоса. И масло отслоилось, получается отдельная жидкость и отдельное масло. И вот смотрите, постояла у меня, уже оставила на ночь в холодильнике. И вот застыла. Не знаю, звук слышно, нет, что застыла. Так, я попробую сейчас извлечь. Как-то аккуратненько. Аккуратненько не получается, наверное. Ну, как бы так. Тут уже потом я процежу, сама достану. Вот, кусочек кокосового масла. Кстати, что стружка, что масло можно использовать в кулинарии. А масло хорошо идет в косметологии. То есть это и маски для лица, и маски для волос. И вообще можно просто маслом вот так вот брать кусочек масла и натирать ручки. Прекрасное. Так что готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!